Эта история могла закончиться, не успев толком начаться. Если бы 30 секундами раньше мы не спорили с Лавкой, кто кого будет прикрывать. Возможно, все сложилось бы иначе, но в итоге мы рванули вперед. Правда, не настолько, чтобы вражеская БМП посчитала нас приоритетной целью, ведь буквально через несколько секунд после нас перед ней выскочила сама Лавка. И до сих пор вопрос, кто бы кого на самом деле взорвал, если бы часть моего отряда не приняла на себя первый залп. В этом эпизоде нас ждет настоящий симулятор рыбалки. Стой, жди. Как это? Рыбак рыбака, давай. Сейчас он пробежит еще один, я уверен, еще один пробежит там. Поиски выхода, казалось бы, из тупиковых ситуаций. Ты не заблочил, что ли? Я не могу выйти отсюда из этих подземелий. Тяжелые будут без снайпера. Проблема. Снайпера начали прописывать респаун. Один из выходов. Отчаянные прорывы, жестокая борьба и, наконец, битва за бункер. Есть такой интересный момент на карте белая, когда первая точка, можно почти со 100% вероятностью угадать, что четвертой точкой станет Рэй Туннел. Зная это, мы помчались сюда первыми, хоть и чуть не взорвались по дороге. Как только прибыли, сразу приступили к заранее обговоренному плану. Оборона в закрытой позиции, под врага поближе, использование грамотно расставленных укреплений для удержания точки. Сама локация Трейн Туннел достаточно хитрая. Захват можно вести как на поверхности, так и в туннелях. 2 въезда в туннель, выходы в сеть коммуникаций с севера и юга, по центру переход между восточной и западной частью. Мы понимали, что пытаться удержать, перекрыть все сразу невозможно, поэтому забаррикадировались до входа на нижней лестнице, чтобы не растягивать наши силы. Однако был серьезный минус. Любой хаб внутри туннеля легко блокируется. Мы понимали этого с самого начала. Но куда хуже оказалось то, что большая часть команды состояла из новобранцев. Они сыпались еще на предыдущих точках, а потом все разом побежали к единственному хабу и оказались в ловушке. Вместо расчетных 2 бойцов на входе у нас вдруг стало по 9. В жуткой панике, включая командира стороны. Поднимаем стеночку перед бункером, поднимаем. Это, парни, тут выхода нет. Добро пожаловать, это крепость. Вот так, поднимаем тоже перед бункером, чтобы гранаты не прокидывались. Если выкапывают бункер, что мне с ними делать? Ебашись. Забирайте своих всех синяков в атаку. Так, а что здесь на выходу? Нет тут выхода, мы ждем противника. Знаешь, какой плей? Да. Стратегия может быть не самая охуенная, но наблюдать за страданиями снайперов, это, блядь, того стоит. Он, блядь, мечется и так, никуда ему со своей снайперской винтовкой не хватает, блядь. Это Проблема. Мы выйти могли. Снайпера начали прописывать респаун. Один из выходов откройте, ребят. Слушай, Левиафан, ты не заблочил, что ли? Я не могу выйти отсюда из этих подземелий. Да, я все закрыл. По-моему, да, ты все закрыл. Я что-то пошел. Не вижу пока выхода. Ну, потому что их всего 3, они оба закрыты. Вернее, все 3 закрыты. В результате сосредоточились на 2 главных входах. Один на юге, один в лестничных лабиринтах и на проходе из туннелей. Те 3 направления мы закрыли бункерами и старались исключить длинные прострелы и прокидки гранат. Мы, конечно, могли бы раскопаться, но только после того, как всех убедим в необходимости использовать транспорт и логистику с главной базы, а не бегать пешком по карте. Уговорить людей оказалась задачей еще той. Тем временем русские начали наступление. Сначала зашел небольшой отряд с ралика, а потом в том же месте появился полноценный хаб.
Парни, на позиции принимаем. Закончили, ребят. Ожидаемо. Просто нужно организовать атаку. Хотя бы один отряд должен идти в атаку. Иначе тут ничего не будет. О, пошла стрельба на одном входе. Поднять стенку здесь. Вот эту стенку поднять, чтобы гранату не прокидывали. Чё она не скована? Скопайте. Скопайте стенку. Скопайте колышки, поднимите. Они влетели на наши баррикады, и моментально завязалась ожесточенная перестрелка. В ход пошло все. Автоматы, гранаты, ракеты. Мы держались, пока противник не додумался задымить наши пулеметные гнезда. Из обзора пулеметчикам пришлось стрелять наугад. Они то и дело получали ранения. Вытаскивайте людей оттуда. Там не поднимайте, иначе все там поляжут. А наши медики изо всех сил вытаскивали их из-под обстрела. Самое важное здесь не потерять бойца насовсем. Если нас станет слишком мало, враг получит численное преимущество и начнет захват точки. Вытаскивайте. Одной из гранат, залетевшей в бункер, подорвался я сам, когда пытался вытащить раненого к медику. Казалось, вот и конец моему повествованию. Гранаты сюда закидывают. Слышишь? Ака, подойди сюда, тут медик нужен. Только тут надо вытягивать людей, потому что в бункер залетает граната. Но, к счастью, враг действовал не слишком эффективно. Наши медики смогли меня подлатать, и я вернулся в строй. Парни, сюда надо уходить. Не надо тут поднимать людей, гранаты закидываются. Кроме снабжения, да. Нам чудом удалось отбить первую волну, уничтожив более одного вражеского отряда. Темп стрельбы стих, но радоваться было рано. Силы противника подбирались ко второму ходу. Кто бегает нахуй. Эй, не копай, Я не могу отобраться, потому что... Зачем, парни? Там противник. Это он выкапывает, да, противник? А, сейчас гранату выкину. Давайте, выкину гранату, все. Че вы? Видите, гранату выкинули вот так. Раз, два. И нету больше копающих. Все. Так это и работает. И оттуда новой группой. И на короткое время даже сумели сломать бункер. Если бы окончательно прорвались, мы бы потеряли точку, поскольку восстанавливать силы было бы негде, а подкреплений не ожидалось. Каким-то чудом нам удалось восстановить укрепление, и в итоге атака захлебнулась. Правда, припасы таяли, и наши ряды тоже редели. Люди не бессмертны, а ошибки накапливаются.
Вот здесь, возле меня на метке. Скопайте бункер. У нас гранаты заканчиваются. Если они стенку снимут, из этого бункера стенка падает сразу на 0, и вы из бункера закрываете того, кто ломает стенку. Тут выяснилось, что бойцы, которых мы потеряли на точке, собрались с духом и под командованием командира начали наступление с другой стороны карты. Теперь наша цель — продержаться столько, сколько нужно нашим союзникам, чтобы захватить следующую точку. Мы надеялись, что у врага останется немного людей на оборону, так как почти все они бросились штурмовать нас. Свежие подкрепления противника снова ввязались в бой на восточном входе. Зипер, можешь Теперь там постоянный дым, а наши бойцы всего по 2-3 человека на направлении. Чуть зазевался, и враг успеет проскочить тебе за спину. Вытягивай, вытягивай, за ногу бери его. Блять, ну сейчас залетит вам граната, будем всех вытягивать. Берите меня на связь. Английский, что говорите? Понял, перекинул. Вытягивайте, вытягивайте, тут работает. Мы продолжаем держать оборону, пока наша команда успешно захватывает следующую точку, практически не встречая сопротивления. Как-то становится ясно, что время играть на удержание прошло, и мы решаемся на выход. Живем, парни, живем. Вытаскивай его туда. Не входи в сетку, потому что там сразу закрывают. Он где-то сидит, контролит. Прострел в бункере прострел, осторожно. План такой. Прорываемся через центральный вход. Заочно чиним брошенный грузовик, который там чудом уцелел. Успеваем выход прежде, чем враг поймет, что происходит. Так, сейчас будем уходить отсюда, они точку капают. Значит, слушаем на команды. Зибер, оставайся там. Остальные собираются на метку движения. Зибер, ты последний уходишь. Остальные подходят сюда. Кто подставить, вернуться на позицию. Они не захватят точку, пока вернутся. Ну, я в любом случае расскажу. Они захватывают ярд. Зибер остается смотреть бункер, чтобы оттуда спину не зашли. Мы собираемся перед бункерами, снимаем одну стенку. Сейчас пока есть участники. Все, они захватили. Ты свою задачу выполнил, теперь уходи отсюда. Но мне надо время. Киньте тут потом. Еще раз повтори. Мне надо время, я не могу быстро перейти. Выкапывай все и убирайся оттуда.
Нет, постройки не исчезнут, когда с ними стараться. Сейчас, может, будет в этом пехотке патроны проголодавшиеся. Как возьмут? Или бинтов. Все, есть выход. Давайте по чуть выходим. На пехотку отходим, проверяем там патроны. На пехотке выезжаем. А, чинить надо. Шульц, скидывай кит, у тебя нет сумки. Меня... Чини колеса, нам нужны колеса на ней. Не, патроны есть. Хорошо. Шульц, чини колеса на пехотке. Заочно чиним брошенный грузовик, который там чудом уцелел. Успеваем выехать прежде, чем враг поймет, что происходит. Только мы сняли крышку бункера, прикрывая бойца, который чинил колеса, как обороняющий восточный вход, последнего нашего солдата уничтожили. Ремонт был завершен, и мы, опережая соперника на считанные секунды, выбрались наружу. Грузимся, парни. Грузимся. Кто там еще? Шульц, садитесь в машину. Я секунду считаю уже. Всё. Русский там, развернись, русский, блядь. Да ему пофигу. Наша задача выполнена. Мы удержали бункер ровно столько, сколько нужно, чтобы союзники смогли развить наступление и перехватить инициативу. Игра длилась еще недолго, и в итоге мы победили. Финальный счет вы можете найти в описании к этому эпизоду. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии и заходите ко мне в отряд. Будем играть вместе. Да пребудет с вами сила.